Мы снизились и вовсю использовали наше оружие, наведя стволы на парней, барахтающихся в воде. Да, мы расстреляли их из 20-миллиметровых пушек. Ужасная вещь, но нам сказали сделать это, и мы выполнили приказ. Это война. Так хладнокровно высказался в интервью BBC пилот британских королевских ВВС Алан Уайс, принявший участие в совершенно чудовищном событии. В 14 часов 45 минут 3 мая 1945 года в небе Любекской бухты появились английские штурмовики «Хоукер Тайфун». На борту они несли неуправляемые ракеты РП-3 и 230-килограммовые бомбы. Стоявшие на якоре германские корабли мыс Аркона, Тильбек и Германия представляли собой прекрасную мишень. Тильбек получил серьезные пробоины и затонул сразу, буквально за пару минут. 95% людей на его борту погибли. Мыс Аркона продержался под обстрелом 1 час и, загоревшись, перевернулся на левый борт. Пассажиры оказались в ледяной воде. Британцы на бреющем полете расстреливали пловцов, пытавшихся добраться до берега. Авианалет закончился в 17:00. Вскоре затонул и Германия. Во время этой трагедии по причине головотяпства союзников погибли до 9000 узников нацистских лагерей. Именно их и содержали на уничтоженных британцами кораблях. «9-26 апреля 1945 года 10 тысяч заключенных из концлагерей СС Нойенгаме, Дора Миттельбау и Штутгоф доставили на вокзал в Любек. Половина из них была военнопленными, в основном граждане СССР, а также Польши и Норвегии. Остальные – евреи из множества стран Европы. Гауляйтер Гамбурга Карл Кауфман отдал приказ переместить людей на 3 корабля. Те самые мыс Аркона, Тильбек и Германия, превратив суда в плавучие тюрьмы. Все спасательные круги и жилеты были конфискованы, шлюпки специально продырявлены. Команды кораблей поначалу воспротивились, однако офицеры СС пригрозили морякам арестом, а при сопротивлении – расстрелом на месте. «Вы должны подчиняться новому фюреру Великой Германии, адмиралу Дёницу». 29 апреля Гитлер в своем политическом завещании назначил адмирала своим преемником. 2 мая 1945 года британские войска заняли Любек, но заключенных никто не освободил. Они оставались в водных концлагерях под охраной эсэсовцев. Представитель Международного Красного Креста Поль де Блоне немедленно поставил в известность английского генерала Филиппа Робертсона: на кораблях взаперти множество узников. Одновременно работники Красного Креста Швейцарии и Швеции сообщили британской авиаразведке о тысячах измученных пленных на борту плавучих тюрем. После кровавой бойни, устроенной в бухте Любека, англичане провели расследование, почему же так получилось. Генерал Филипп Робертс не нашел ничего лучшего, как заявить. Он пообещал передать сведения своему руководству, но был очень занят и забыл о предупреждении Поля де Блоне. Британская воздушная разведка и вовсе прикинулась дурачками, мол, в конце войны поступало много всяких противоречивых сообщений, и они слегка задержались с проверкой информации. Зачем же тогда нанесли удар? Командование английских ВВС приказало уничтожить немецкие корабли, поскольку сотрудники спецслужб предполагали, на судах якобы пытаются сбежать в Норвегию высокопоставленные служащие СС, включая и самого Генриха Гиммлера. Слушать Красный Крест никто не пожелал. Британский историк Дэвид Лонг называет причиной столь роковой поспешности распоряжение Черчилля срочно очистить северное побережье Германии от вермахта, дабы предотвратить вступление РКК на территорию Дании. Короче, точная версия неизвестна, но факт остается фактом. Или ввиду ошибки по тупости, или специально, опасаясь продвижения русских, англичане разбомбили корабли с узниками концлагерей. В бухте Любека воцарился настоящий ад. Запертые в грузовых отсеках судов военнопленные захлебывались и горели заживо, погибая сотнями. Охранники, для них-то спасательные жилеты и круги как раз оставили, сиганули за борт, где их подбирали немецкие траулеры. Побережье бухты, в отличие от самого города, контролировалось эсэсовцами. 420 военнослужащих СС с корабля мыс Аркона спаслись,
а из 5000 узников концлагерей уцелело лишь 350 человек. Из 2800 пассажиров корабля смерти «Тильбек» остались в живых полсотни, остальные погибли. По кораблю «Германия» данные неизвестны, но многие историки сходятся в мыслях, что все 2000 узников на этом корабле были уничтожены. Творилось нечто невообразимое. С бреющего полета советских пленных и евреев, пытающихся удержаться на плаву в ледяной воде, расстреливали британские самолеты, а с берега их косили очередями открывшие огонь пулеметчики СС. Все 3 судна охватило пламя, в небо поднялись столбы удушливого дыма, несчастные в бухте Любека умирали с душераздирающими криками. Все это происходило за 6 суток до наступления Дня Победы. В последующие недели и месяцы к берегу прибило сотни трупов, и их хоронили в братских могилах. Последний скелет заключенного с клочками лагерной робы обнаружили аж в 1971 году. Британцы узнали, кого убивали, только через час после того, как все было кончено. Они арестовали эсэсовскую охрану и приступили к поиску уцелевших, но таковых почти не осталось. Эта бойня попросту уму непостижима. Люди, годами мучившиеся за колючей проволокой в концлагерях, были обречены. СС планировали вывести корабли в море и там затопить вместе с заключенными. И вот когда Гитлер уже был мертв, Берлин взят, и до спасения узников оставались считанные часы, британские ВВС оказали эсэсовцам дружескую услугу, зверски уничтожив тысячи жертв нацистского режима. Что случилось дальше? Да, в общем-то, ничего. Генерал Робертс за свою халатность наказание не понес, офицеры британской разведки тоже. Англичане лишь соорудили памятный знак на месте массовой гибели расстрелянных ими узников. Никаких компенсаций не выплачено. Напомню, среди погибших было много пленных красноармейцев. Никаких извинений не принесено. Даже гауляйтер оберштурмбанфюрер СС Карл Кауфман, планировавший затопить корабли, отделался легким испугом, отсидев всего 4 года. А далее, согласно приговору суда, словно в насмешку, к конфискации имущества, и умер в родном Гамбурге в 1969 году. Невозможно утверждать, что кровавое убийство тысяч людей, которым оставались считанные часы до освобождения, было совершено британцами намеренно. Таких доказательств просто нет. Но откровенная тупость, халатность и нежелание проверять информацию, стоившие жизни множества советских людей, евреев, поляков, норвежцев и французов, уже сами по себе являются преступлением. Только вот судить за него никого уже не будут. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!